Приветствую на своем канале. Пока идет видеоряд, уже понятно, о чем пойдет речь. Сегодня на обзоре Chevrolet Aveo. Начнем мы издалека. Откуда появилась эта машина? Появилась она в Южной Корее. Что мы знаем о Корее? Их две, как минимум. Одна из них – родина Aveo. В какой части света находится Южная Корея? Она расположена в Восточной Азии, на южной части Корейского полуострова. Высокоразвитая индустриально-аграрная страна, на протяжении последних десятилетий, промышленность которой развивалась стремительными темпами. Но сегодня мы о другом. На чем мечтали ездить корейские дети, когда вырастут раньше? Мне тут подсказывают, что дети не мечтали о таком, и я предвзят. Нет. А что предлагает корейский автопром в наше время? Может, кто-то мечтает ездить на таком и таком, а может вообще на этом? Но я вам не судья. В комментах справедливо скажут. Из трамвая виднее, но я сам киавод. Где профи, Билли? А руль тоже продаешь? Руль не продам. На чем бегаешь, брат? Ты про мою тачку? Да. Собственно, вот пруф. Kia Cerato черного цвета 21 века. Езжу 2 года, скоро тоже на обзоре. Нормальный диски поставь, да. Мы немного отвлеклись. Да ладно! Сегодня у нас Chevrolet Aveo T300, третье поколение, и мы расскажем вам, каким должен быть настоящий B-класс. Прежде всего, одним из его основных плюсов – это цена. На старте он стоил гораздо дешевле своих собратьев по B-классу. Да хватит уже ездить. Он стоил гораздо дешевле, чем его собратья. Это Volkswagen Polo, это Rio, Solaris. В принципе, эти машины в целом довольно одинаковы в плане дизайна, в плане начинки. Прежде всего стоит отметить его мотор. За ту цену, за которую он продавался, здесь единственный мотор, который устанавливался на все комплектации, это F16 D4 1.6, 115 лошадиных сил. На Solaris за ту же цену или на Rio вы можете взять с мотором 1.4. Это уже совсем не то. Самый нормальный мотор на них это 1.6, 23 лошадиные силы, само собой. В то же время у Volkswagen Polo моторы такие же, как и на Рапидах, это до 100 лошадиных сил, может быть 101-102. Ну, в принципе, для таких машин каких-то 10-15 лошадиных сил особо может быть ничего не играть, но на трассе, когда вы ездите куда-то с родственниками, везете ли вы бабушку, берете с собой всю семью на дачу, грузитесь, в принципе, это подходит. Немного покажем салон. На видео другой автомобиль, багажник 502 литра, а задний ряд можно сложить и получить еще большее пространство для перевозки. Я, к примеру, возил елку на Новый год. А сейчас мы окунемся в историю машины и переместимся в страну пасты, пиццы и ВАЗ-2101 Италию. Этого дядю зовут Джорджетто Джуджара, итальянский автомобильный дизайнер, в 1999 году получивший награду «Автомобильный дизайнер века». В 2002 году он был введен в автомобильный зал славы. И благодаря ему появилась узнаваемая внешность нашего автомобиля, и из-под его руки вышло много крутых дизайнов машин. Ссылочку оставлю в описании. На Chevrolet Aveo трудились 7 инженерных центров, и результат не заставил себя ждать. В 2011 году в рамках детройтского автосалона была представлена серийная модель Chevrolet Aveo нового поколения. На первый взгляд кажется, что новый Aveo не имеет ничего общего со своими предшественниками, однако если хорошенько присмотреться, можно понять, что все намного серьезнее. Внешние характеристики Aveo яркие и запоминающиеся. Команде итальянских кузовостроителей удалось добиться сочетания ребристости и плавности. На общем фоне округлых линий совершенно уместно воспринимаются четкие параллельные широкие ребра, идущие чуть наискосок по верхней и нижней части крыльев и дверей. А странные фасетчатые мотоциклетные фары делают Aveo в новом кузове мгновенно узнаваемым. Ну а еще он похож с Lancer 10. Возможно, кто-то что-то там где-то подворовал. Но дизайном GM озаботилась о том, где производить новую машину, и основными базами для сборки Aveo в России выступили мощности Горьковского автозавода в Новгороде и завод GM в Питере, а точнее в Шушарах, где была организована сборка полного цикла.
Машину аккуратно пересадили на платформу General Motors Gamma 2. Модельный ряд представлял кузов в двух вариантах – хэтчбэк и седан. Длина седана равна почти 4,4 метра, а хэтчбэк немного короче, почти 4,1 метра. Технические характеристики автомобиля изменились так же сильно, как и его внешность. Седан стал куда мощнее и солиднее, а хэтчбэк перестал выглядеть, словно это скворечник-переросток. Эта машина подходит любому человеку абсолютно. Можешь ты съездить на ней на работу за продуктами, отправиться на ней на дачу, в путешествие. В принципе, ты сможешь проехать везде. Несмотря на то, что здесь передний привод, здесь полный сток абсолютно по всем параметрам. Но в целом это неплохой автомобиль за свои деньги. И на вторичке сейчас можно его взять за 350-450 тысяч рублей. На старте он стоил где-то 650 плюс, в зависимости от комплектации. Чем она менялась? В стоке здесь в минималке, в отличие от Пола, уже стоял кондер. Для южных регионов это огромнейший плюс, как я считаю. В целом на комплектациях пожирнее, там уже были хромированные ручки, но зачем это нам нужно? У нас Б-класс, ребят, мы берем бюджетку. Зачем нам какие-то лакшери? Здесь уже все есть. И сейчас мы вам обо всем расскажем подробнее. В чем плюсы этого автомобиля? Прежде всего в том, что на старте он стоил гораздо дешевле, чем его собратья. Это Rio, Solaris и также Volkswagen Polo. Наверное, сравнить его по жесткости можно с Polo. В принципе, все эти машины Б-класса, они абсолютно похожи между собой. Сравнивать их можно только по каким-то внутренним аспектам их начинки. Прежде всего, чем он выигрывал в свое время. В той цене, в которой он был доступен, у Solaris был мотор 1.4, здесь 1.6. 1.6 115 лошадиных сил. Для машины этого класса это более чем на 1100 килограмм веса. Что ж, давайте мы с вами немного прокатимся на этом чудесном автомобиле. Руль с гидроусилителем, рулевые наконечники служат 60-80 тысяч километров, а тяги до 100 тысяч. Спереди у нас дисковые вентилируемые тормоза, сзади барабанные. Средний ресурс передних тормозных колодок около 30 тысяч километров. Диски меняют в 2 раза реже. Причина столь быстрого износа колодок – тормозные диски малого размера, работающие с высокой нагрузкой. Задние барабаны и колодки служат около 100 тысяч километров. Несмотря на то, что Aveo имеет небольшой клиренс, для города этого хватает. У него жесткая подвеска с малым ходом амортизаторов на отбой. Это дает плюс к управляемости и устойчивости автомобиля на ровной дороге. Но не лучшим образом сказывается на комфорте пассажиров. В задней подвеске слабое место амортизационные стойки. Как правило, они начинают течь уже после 30-50 тысяч километров пробега. К счастью, эти запчасти на Aveo недорогие и их несложно поменять. На нашем Aveo установлена 5-ступенчатая механическая коробка передач. Очень надежная по конструкции. Ее ресурс при грамотном обращении 300-400 тысяч километров. Срок службы сцепления зависит от условий эксплуатации и стиля вождения. В среднем замена требуется каждые 120-150 тысяч километров. У некоторых автомобилей возникает проблема с выжимным подшипником. Он начинает гудеть или вовсе разваливается. Данная неисправность легко решается заменой подшипника. Больших проблем с деталями трансмиссии у автомобиля нет. Самая частая неприятность – подтекание масла из сальников приводов при пробеге больше 100 тысяч километров, как на КПП, так и на механике. Есть кондер, а это ли не главное в жаркую погоду? Проблем с ним почти не бывает.
Автомобиль оснащен 4-цилиндровым 1,6-литровым двигателем F16D4, оснащен двумя распредвалами с системой регулировки фаз, распределенным впрыском и электронным зажиганием. Он является эволюцией мотора F16D3, который устанавливался на Chevrolet Cruze, и который дополнили системой VVT и впускным коллектором переменной длины. Одновременно была убрана система рециркуляции выхлопных газов, что решило проблему обрастающих нагаром и подвисающих клапанов. А гидрокомпенсаторы были заменены регулировочными стаканами. В результате у двигателя выросла мощность и надежность. Тем более, что двигатель F16D4 является практически полной копией агрегата A16XER от Opel. Его ресурс при штатной эксплуатации достигает 300 тысяч километров. Одним из слабых мест также является катушка зажигания. Надежность катушки и свечей сильно зависит от качества топлива. Плохой бензин, вызывающий детонацию, сначала портит свечи, а они, в свою очередь, выводят из строя катушку, и ее ориентировочный ресурс всего 60-80 тысяч километров. Но на деле это бывает и гораздо раньше. Таким нас порадовал Chevrolet Aveo. Неплохой автомобиль, в принципе, который реально это автомобиль на каждый день, для того, чтобы ездить, как я уже говорил, по своим нуждам. Хорошая машина, хорошая цена. Пока. Автомобиль довольно хорош, и, к сожалению, когда люди ищут компактный вариант в B-сегменте, на него обращают внимание в последнюю очередь, и вполне незаслуженно. Если вдруг вам попадется Aveo в этом кузове, можно смело смотреть. Болячки есть, как и у всех машин, и, скорее всего, они уже устранены владельцем. Средний ценник на них 350-400 тысяч рублей, причем особо не меняется на протяжении нескольких лет, так как это происходит с его одноклассниками Rio, Polo, Solaris. В общем, машина хорошая, можно брать смело. Спасибо, увидимся в новых роликах. До скорых встреч. Готов? Да. Ну расскажи о проекте вообще, что это будет. Я уже могу про машину рассказывать про это. Ну нет, сначала давай начало. О проекте. Да. Проект предусматривает то, что в Астраханской области мы не знаем адекватных, позитивных блогеров, которые рассказывали бы о автомобилях в целом, не говоря о том, какая та или иная марка плохая. Мы хотим делать только позитив. То есть мы настроены на то, чтобы рассказывать о машинах, по максимуму рассказывать об их плюсах. Конечно, нужно говорить о минусах, но мы хотим, чтобы контент был позитивным. Ага, и сейчас такие есть блогеры, которых ты не знаешь здесь автомобильные, и они тебя просто найдут и уничтожат. У нас свой авторский контент. Два проекта, получается, две машины пока? Да, на данный момент мы располагаем тем, чтобы снять пока два автомобиля. В планах сделать дальнейшие, чтобы ролики у нас выходили хотя бы раз в месяц. Естественно, за это время между ними у нас будет превью к каждым автомобильным роликам. Мы будем также рассказывать о тех или иных моментах, также автоистории. Мы планируем брать машины абсолютно любой ценовой ниши. Кроме люксовых, конечно. У нас на них денег нет. Конечно, херово будет то, что мы петличку не повесили, и звук будет совсем другой, чушиный, возможно.